Пробуем длинные шипы Dr. Neubauer Allround Premium 2 на губке 0,6 на защитном основании SWORD 309. Кач очень контрольный, мячик задерживается на шипах и довольно-таки тухло возвращается сопернику. Блок тоже очень контрольный, управляемость высокая. Так, про блок отдельно. Сейчас будем блок пробовать. Ну что скажешь про блок этими шипами? Блок делать очень контрольно, но при этом нужно расслабить руку. Тогда получается более сильное вращение, которое возвращается противнику. А вообще очень контрольно, управляемо и однозначно рекомендую. Так, а теперь я скажу, что я вижу, какие мячи мне от блока возвращались. Значит, когда я делал сильное вращение на топ-спине, иногда возвращалась заметная нижняя, если делал расслабленной рукой коротко под сетку, но чаще возвращался очень неприятный плоский мяч, с которого я много раз атаковал за стол. То есть он такой быстрый, налетает на меня, и при этом плоский, его трудно прокрутить повторно. Вот, так что тут сила блока в основном, наверное, не в нижнем вращении, а в высокой скорости и в неудобной траектории. Даже несмотря на то, что основание у него не быстрое, блок возвращается с очень хорошей скоростью, так что повторно атаковать не просто успеть. Насколько удобно переводить, то есть если тебе делать в диагонали, перевести в прямую блок? В принципе, перевести довольно-таки просто, поскольку шип очень управляемый. Это, в принципе, все, что я могу сказать. Никаких сложностей при наличии
блокирующей техники не возникает. Так, ну. Очень сильно возвращался. Вот сейчас. Сила вращения. Ага. Говори, как тебе ими подрезаются? Очень комфортно подрезать данными шипами, очень управляемые снова же. И, в принципе, сам по себе чувствую по подрезке, что при хорошем вращении могу очень классно пропилить мяч. Когда накидывают плоский, плавным движением лучше возвращать мяч на стол. Очень сильный забил. Что скажешь про насколько легко или сложно тебе играть против очень сильного вращения на топ-спине? В принципе, при правильной обработке мяча мне легко играть по сильному вращению. По более слабому играть сложнее, но в принципе возможно. А по плоским ударам? По плоским ударам, кстати, очень хорошо возвращать мячи такими полубаллонами и довольно-таки тоже неудобно для соперника. Ага, теперь я скажу, как с моей стороны. Что могу сказать по поводу того, какие мячи мне возвращались от Allround Premium 2 на губке 0.6. Значит, когда я делал нарочно топ-спины с очень сильным вращением, возвращался очень сильный низ, очень сильный запил такой, что даже не просто сбросить обратно. Если такое сильное вращение не делать, то низ все равно хороший. Вот. Но видно, что сопернику моему этими шипами легко возвращать мои топ-спины. Вот. И траектория возврата, не сказать, чтобы для меня была удобная для продолжения атаки.
что скажешь про подрезку ими справа? Справа, в принципе, тоже довольно очень контрольно подрезать, я бы даже сказал проще, чем слева. Но возникают трудности, когда на меня прилетает сильное вращение. Мячик немножко завышается. Лучше его надо обрабатывать. Ага. Я могу сказать против подрезки справа, что, ну, понятно, что это был тест такой, взяли в руки и погнали, не привыкая к шипам предварительно. Если давать мячи на край стола, если возвращать подрезки на край стола, то они вполне сложные и неудобные получаются. Вот, так что справа, если ими играть, то надо как можно дальше к краю целиться, и тогда мячи получаются сложные. Вот. Ну, запил, в принципе, что слева, что справа по хорошему топсу запил мощный получается.